Беспрецедентная новость стала поводом для этого обращения. Министерство юстиции вознамерилось закрыть и объявить преступной целую религию свидетелей Иеговы. Уже подан иск в Верховный суд России. Они просят высшей меры наказания для всех 396 наших организаций, включая управленческий центр. Речь идет о ликвидации и признании их экстремистскими. Особый пункт – конфисковать у верующих все их молитвенные дома и другое имущество. Причем Минюст хочет это сделать немедленно. Для 175 тысяч последователей нашей религии, возможно, наступает самый тревожный период в их жизни. Я вспоминаю апрельскую ночь 1951 года. Тогда 8,5 тысяч верующих нашей религии, то есть практически все, были лишены своих домов, погружены в вагоны и вывезены в Сибирь на вечное поселение. Жизнь тысяч верующих была непоправимо изломана. Сотни и сотни прошли через лагеря. Но они не отреклись от своей веры и не ожесточились. Они всегда оставались мирными людьми, как и велел Христос. Впоследствии государство признало нас жертвами политических репрессий. И насколько же кощунственно нам снова оказаться на положении опасных преступников. Если Минюст добьется своего, верующим будет грозить до 10 лет тюрьмы. Недавно, после ликвидации зарегистрированной общины в Таганроге, 16 наших братьев и сестер по вере были приговорены к крупным штрафам, а некоторые даже к 5-летнему лишению свободы условно, лишь за совместное чтение Библии. Новое обвинение может привести их к реальным срокам. За что? В чем виноваты эти люди? В том, что они, как кому-то кажется, неправильно изучают Библию? Что они почитают свою веру единственной истиной? Или они виновны в том, что не прибегают к насилию? Ведь они следуют евангельской заповеди «Вложи меч в ножны». Обвинение свидетелей Иеговы в экстремизме – абсурд и дикость. Мы просим вас, кто может повлиять на ход событий, объективно и непредвзято посмотреть в лицо фактам. Напоследок вспоминается эпизод, описанный в Деяниях апостолов в Библии. Христиан судили по ложному обвинению. Один из судей Верховного суда, Синодриона, сказал своим коллегам: «Оставьте в покое этих людей, отпустите их. Если их цель и их дело от людей, оно само собой погибнет. Если же оно от Бога, вам не уничтожить их. И как бы ни оказалось, что вы боретесь с самим Богом».